Добрый день. Сегодня мы находимся на объекте, где полным ходом идет монтаж инженерных систем. Я Петр Кузнецов из компании «Вектор Климата». Это очень красивая вилла. К сожалению, не могу показать ее вам снаружи из соображений конфиденциальности, но зато смогу показать вам, что из инженерных систем мы здесь предусмотрели. Эта замечательная вилла площадью более 4000 квадратных метров включает в себя множество помещений совершенно разного функционала. Помимо классических жилых помещений, мастер-спальня, детских, гостевых спален, в здании есть большой бассейн со спа-блоком, бильярдная, банкетный зал, сигарная комната. В подвале предусмотрен гараж, кинотеатр, различные технические помещения. В здании целых две котельных. Так сложилось исторически, потому что раньше это было два разных здания, но вот новый владелец решил объединить их одним переходом. Что касается инженерных систем, то мы оснащаем здания по последнему слову техники. Конечно, все жилые помещения кондиционируются. В здании предусмотрено 3 системы кондиционирования VRV производства компании Daikin. Вот как раз мы стоим напротив наружных блоков этих систем. Мощность системы кондиционирования 140 киловатт. Дополнительно предусмотрен водяной чиллер, который позволяет нам обеспечивать холодоснабжение центральных кондиционеров. Здесь же установлен его конденсатор. Наружные блоки систем ВРВ и двухконтурный конденсатор чиллера были смонтированы осенью и вот защищены на период строительства, временно защищены пленкой. Магистрали проложены под землей и входят в дом. И мы можем пойти, собственно, в здание, и я покажу вам, что еще по системам мы там предусмотрели. Давайте начнем с котельной. Это котельная номер 1 в доме. Она оснащена 2 наддувными котлами фирмы Висман по 160 киловатт каждый. Котлы оснащены каскадной автоматикой, то есть оба котла завязаны в один каскад, и их производительность регулируется в зависимости от потребностей систем. Здесь вы видите основной гидравлический распределительный узел котельной. Каждый контур оснащен своей насосной группой. Некоторые из них оснащены трехходовыми регулирующими клапанами. От теплогенерирующего контура распределительный узел отделен гидравлическим разделителем. Все это позволяет каждому контуру иметь независимое регулирование в соответствии со своим временным и температурным графиком. Потребители здесь – это контура отопления, напольного отопления, теплоснабжения, вентиляции, хамама и, конечно, нагрев горячей воды в бойлере, который здесь емкостью 1000 литров. Каждый котел оборудован своей наддувной газовой горелкой. Циркуляционный контур оборудован циркуляционным насосом, защитным клапаном, защитной аппаратурой от различных аварийных ситуаций, как превышение давления, низкое давление и других. Мы находимся в одной из нескольких вент-камер в доме. Здесь находятся 2 вент-установки. Одна для подачи воздуха в помещение профессиональной кухни, которая находится здесь прямо за стеной, и установка для подачи и вытяжки воздуха из основных помещений подвала, за исключением гаража. Эта установка оснащена рекуператором, поэтому очень экономное потребление тепла она обеспечивает. Здесь можно увидеть, как устроены узлы регулирования теплоснабжения. Работы еще не завершены, но тем не менее все узлы и все трубопроводы в доме выполнены из нержавеющей стали на пресс-фитингах. Соответственно, узлы собраны также на пресс-фитингах. В составе узлов есть регулирующие клапаны, здесь будет установлен электропривод, циркуляционный насос. Все это обеспечивает регулировку подачи нужного количества тепла на калориферы вент-установок и обеспечение защиты их от замораживания. Над нами находится помещение бассейна, здесь чаша, и здесь же располагается вент-установка, которая обеспечивает подачу свежего воздуха в помещение бассейна. По воздуховодам вдоль чаши
воздух подается через перекрытие и через корпуса отопительных конвекторов, которые установлены непосредственно в бассейне, попадает в помещение бассейна. Здесь мы можем видеть фреонопроводы чиллера, которые идут от наружного конденсатора, а также основные магистрали VRV-систем, которые от наружных блоков, которые мы видели в начале, идут уже к внутренним блокам системы кондиционирования в здании. Мы находимся в помещении канализационной насосной станции. Таких станций у нас 2 в доме. Они обеспечивают канализацию цокольного этажа, поскольку выпуски из здания находятся выше уровня сантехприборов цокольного этажа. Соответственно, каждая насосная установка оборудована 2 насосами. Один рабочий, один резервный, управление которыми обеспечивается щитом автоматики. Дополнительно предусмотрен ручной насос, которым можно опустошить бак в случае необходимости ремонта насосной установки. Мы находимся в цокольном этаже, в гараже, и здесь смонтирована вытяжная система из гаража. Вытяжка организована из верхней, а также из нижней части помещения. Тут будут установлены воздухоприемные устройства. Но на время строительства воздуховоды защищены пленкой. Из гаража давайте пройдем на въездную рампу, где у нас на антресоле смонтировано еще несколько вентиляционных установок для этого здания. Здесь на антресоле въездной рампы располагаются еще несколько установок. Установка для вентиляции самого помещения гаража, установка для помещений кинотеатра и кабинета и небольшая установка для блока СПА. Особенностью работы установки для кабинета и кинотеатра, вы можете видеть ее слева, является то, что в соответствии с техническим заданием заказчика мы должны были обеспечить возможность курения в помещении кабинета. Это обусловливает значительные изменения расходов воздуха в установке, так как при курении мы должны обеспечить 10-кратный воздухообмен. По сигналу умного дома установка переходит в различные режимы работы. И поскольку она работает на разные помещения, для обеспечения постоянного расхода в данных помещениях установлены так называемые VIV-боксы. Это аббревиатура от Variable Air Volume, вы можете их здесь видеть, которые обеспечивают поддержание постоянного расхода на определенные помещения вне зависимости от расхода на другие помещения. Здесь можно видеть одну из основных шахт дома. Она заполняется соответствующими системами. Это воздуховоды, трубопроводы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, водопроводы, канализация. И еще одна шахта, она в процессе строительства. Как только строители соорудят ее, мы начнем монтаж в ней соответствующих систем воздуховодов и других трубопроводов. Здесь на стройке обнаружился календарь с изображением здания Московского государственного строительного университета. Это наш альма-матер, и это основной университет в России, который выпускает инженеров-строителей всех строительных специальностей. Это вторая котельная в малой части дома. Здесь установлены также котлы Висман 125 и 195 киловатт. Общая мощность почти такая же, как и в первой котельной. Здесь такой же принцип управления, каскадная автоматика погодозависимого регулирования, а гидравлический распределительный контур, гребенка основная, расположена в соседнем помещении, мы на нее посмотрим чуть позже. В цокольном этаже здания предусмотрено несколько дренажных приямков для сбора случайных стоков, которые оснащены дренажными насосами с автоматикой уровня. Здесь смонтированы датчики уровня, и напорный трубопровод через специальный обратный клапан подключается в канализационную систему здания. Это как раз распределительный узел второй котельной малой части дома. Но, к сожалению, не можем мы его сейчас вам показать во всей красе. Он защищен тут пленкой, мы его бережем на время строительства. Но когда доделаем, обязательно покажем. Проектом предусмотрена система обогрева наружных площадок. Эта система позволяет исключить обледенение подъездных дорожек и террас. И вот как раз мы стоим здесь рядом с узлом регулирования теплоснабжения обогрева наружных площадок. Он в себя включает теплообменник, который отделяет
физически контур теплоснабжения котельной от вторичного контура обогрева. Он заполняется низкозамерзающим теплоносителем пропиленгликолем. Циркуляционный насос, подпиточный насос, система с подпиточным баком. Все это управляется специальной автоматикой. Система включается по сигналу специальных датчиков, которые вмонтированы прямо непосредственно в поверхность дорожек и которые контролируют выпадение осадков и температуру наружного воздуха. В зависимости от этих параметров система включается и работает. Мы находимся в венткамере малой части дома. В этой части дома расположена бильярдная, банкетный зал, сигарная и еще одна профессиональная кухня для обеспечения мероприятий. Соответственно, здесь мы видим, что здесь располагаются вентиляционные установки для обеспечения этих помещений. И как раз здесь в углу мы видим, как внутренняя магистраль теплоснабжения обогрева площадок соединяется с наружной теплотрассой. Теплотрасса из себя представляет предизолированный трубопровод из материала PEX производства шведской компании Uponor. Мы кратко прошлись по тем системам, которые сейчас находятся в процессе монтажа. Много еще предстоит смонтировать. Это и система отопления, это и венткамера на мансарде. Она еще в процессе отделки, и оборудование там не монтировалось. Это магистраль к системе обогрева площадок. Много еще предстоит сделать. Я думаю, мы через несколько месяцев сюда вернемся, и мы увидим прогресс на этом объекте.